Сегодня будет такой разговорный видос, поэтому кому не интересно, выключайте и не смотрите это видео. Ну, во-первых, хочется начать с того, что у меня был неудачный техосмотр. Как многие уже знают, что у меня треснуло стекло. Но причина была не в этом. Да, ситуация, конечно же, неприятная, но все решается, все решается. Сейчас мы остановимся. И вот так я вам расскажу. Заглушим двигатель и немножечко поговорим, так скажем. Рассчитывал я на то, что техосмотр я пройду с первого раза, но так не получилось. И причиной тому не треснувшее стекло. Причины на то есть другие, небольшие, конечно же, которые я не взял с собой. Причина, по которой я не прошел техосмотр, была в следующем. Первое, это у меня не прошел размер протектора, то есть минимальный размер протектора 4 мм. У меня было 3,5. Мерил он там, вымерял, ходил. Говорит, не могу пропустить. Ну, тут придираться не к чему, да? Получается, что нет так нет. А по законам у нас до 1 марта нужен протектор не меньше 4 мм. А почему я поехал раньше, чем надо? По причине того, что трещина-то на лобовом стекле постепенно растет. Она постепенно увеличивается. И я хотел проскочить этот момент. Поехал через техосмотр. Но совсем выбросил из головы то, что нужен протектор 4 мм. А я еще помню, что я мерил свой протектор. И у меня там до 4 чуть-чуть не хватало. Я думал, что буду менять покрышки. В итоге на это не было времени. Я решил, что доезжу я до весны, и эти покрышки уже буду я скатывать до упора. То есть на этот сезон, на летний, заднюю резину я буду оставлять. Переднюю нужно менять. Там очень сожрана покрышка. В одну сторону протектор сожран, и машину тянет все время вправо. А сожран он потому, что я ездил на разбитых рычагах. Ну, тут элементарно. И, сходя с этого, портится резина. Куда-то я ушел от темы немножко. По техосмотру, в общем. По техосмотру не получилось у меня пройти по причине протектора и разбит стабилизатор один. Но дело в том, что я помню, что у меня на прошлом техосмотре еще и сам по звуку я чувствовал, что у меня по правой стороне разбит рычаг. Явно какая-то шаровая разбитая, очень громко гремела. Это прекрасно было слышно. С одной стороны я рычаги поменял. Сегодня очень мерзкая погода, но мне очень срочно нужно это сделать. Ну, для начала мне нужно открутить вот эту защиту, я так понимаю. И быстрее, 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 лишь бы пройти с этой трещиной техосмотр. Я полетел на этот техосмотр. Одну сторону я починил, все рычаги заменил. И тот же этот стабилизатор заменил. Вторую сторону я не трогал. По итогу две причины. Это покрышки и это бривку стыба, это, так скажем, люфт в левой стороне подвески. Трещину никто не заметил. Была пасмурная дождливая погода, был вечер, и трещина, так интересно, она совпадает в том месте, как раз там, где не чистят дворник, и получалось так, что это место, оно все в каплях, и очень сложно там что-то заметить. И скорее всего, что я бы прошел техосмотр, если бы я поехал спустя там 3 дня, допустим, да, какого-то 2 числа. Но так как я поехал раньше, и у меня не хватило 3 дня для того, чтобы меня пропустили с этой резиной. Ну, значит, так все должно было быть. В общем и целом, техосмотр у меня не пройден. Сейчас мне даден черный билет, так скажем. Он у меня рассчитан на месяц, вот до 27 числа этого месяца, то есть марта. Повторный техосмотр недорогой, в районе 8 евро, если я не ошибаюсь. Если я успеваю в этот срок, то проверка у меня будет только та, что записано в этом талоне. То есть мне проверят только протектор и левую сторону стабилизатор, так скажем. Но проблема-то вот в чем. Трещина постоянно увеличивается. И второй раз я уже вряд ли пройду. Они явно заметят эту трещину. Ее сейчас прекрасно видно. Ее просто ее невозможно не заметить, когда сидишь за рулем. А так или иначе машина отдается проверяющему. И он садится за руль, заезжает на эстакаду,
Поэтому, хочешь не хочешь, он заметит эту трещину и также не пропустит меня. Поэтому было принято решение искать стекло. Начал поиски СБУшных стекол, так как думал, что, ну, все-таки бэушные стекла, да, они бэушные, но, допустим, если взять свежего года, оно не будет такое зашарпанное, как мое, потому что мое полностью убито, оно очень давно просится, чтобы его или заменить, или что-то с ним сделать, но полировать я не вижу смысла его, проще его заменить просто и все. По бэушным стеклам все оказалось не так уж их просто, как я думал. В принципе, машин-то много, да, ну, но в большинстве машин донорских, таких ЦЛК, стекла уже менены на Китай, или же там, где стекла оригинальные еще, они имеют какие-то дефекты тоже, какие-то сколы. В общем, переползл я весь интернет, много перезвонил номеров. В основном все в Риге. У нас здесь поблизости по Латгалии ничего я не нашел. Ну и что, было принято решение просто ехать в ателье, там, где меняют стекла. И посмотрю, что мне, ну, посмотрю, что мне могут предложить. Приехав в ателье, я описал свою проблему, то, что мне хочется качественное стекло. Спросил, не вставляете ли вы, допустим, если стекло БУ. Мне сказали, что да, проблем никаких нет, мы вставляем стекла БУ, но нужно учитывать одну вещь, то что сервис не несет никакой гарантии при установке стекла. Ну, в принципе, по-моему, очень логично, то что стекла срезаются по-разному, при демонтаже можно его повредить. В принципе, повреждение может быть неочевидное, такой же маленький где-то с краю скол, по итогу он даст трещину, да, и в момент установки, в принципе, это может случиться, и тогда уже, само собой, не знаешь, на кого вешать вину, да, и сервис правильно делает, что сразу же предупреждает об этом, то, что есть вот такая вот вероятность, что стекло может лопнуть или что-то с ним случится, БУ стекло, потому что оно уже было установлено на автомобиле, на нем уже имеется этот старый клей, и как ни крути, оно может быть уже с какими-то дефектами, которые такие скрытые, так скажем. Узнал я у них про стекла, допустим, вот эти Solaris, или как они называются, Solar Vision, или как они там по-научному называются. Ну, в общем, все понимают, что я имею в виду, да. Хотелось мне всегда на этот автомобиль такое стекло, но, к сожалению, даже китайских стекол на эту модель почему-то не делают. Кстати, что для меня это, ну, реально откровение какое-то, очень странно. Почему так? Вроде бы машина такая, знаете, выходного дня, скажем так. И, допустим, на этих же машинах, вот С-класса, да, у них есть эти Solaris стекла с завода. А на ЦЛК такие стекла не делаются. И как бы, ну, для меня это реально очень странная ситуация, потому что машина солидная такая, кажется, для каких-то путешествий подходит, да, вот если там парой сесть, допустим, со своей там любимой сесть, куда-то ехать в далекую дорогу, там в жаркие страны, и как бы, ну, логично, что можно было бы сделать качественное, хорошее вот это солярное стекло, да, потому что как в Италии, допустим, во Франции, там же тоже используют эти автомобили, и непонятно, почему нету таких стекол. Посмотришь на какие-то более бюджетные классы, тот же С-класс, да, он как бы считается, по-моему, более простым классом, чем ЦЛК, потому что ЦЛК, он как бы более такая индивидуальная машина. Или же те же простые, смотришь, когда вот вообще, не знаю, там простые модели какие-нибудь, там Renault, там дешевые, да, самые вот базовые комплектации, у них есть варианты таких стекол. Кажется, блин, Mercedes, но тут он реально вот подвел в этой ситуации владельцев ЦЛК, потому что, блин, ну хочется такое стекло, смотришь на всех машинах, есть, и ты понимаешь, когда особенно ты понимаешь эту фишку этого стекла, то, что у тебя не устают глаза, когда ты едешь в солнечную погоду, не приходится надевать очки даже в некоторых случаях, солнцезащитные, поэтому как бы в этом есть большой смысл. Также не портится салон, салон не нагревается. Так, да? Ну, есть в этом своя, так скажем, выгода. Возвращаясь к делу, я хотел бы сказать, что не решился я на китайское стекло. Взял я хорошее стекло, в общем, взял я новое стекло, той же фирмы, что и оригинал. Единственное, что не будет вот этой вот звездочки, да.
Производитель стекла тот же самый, что и ставит Mercedes. Стекло стоит 220 евро, установка 70. И в целом, ну, если округлить, то 300 евро. Да. Я посчитал, что это очень выгодно, так как если брать бэушное стекло, 20 евро где-то нужно заплатить, чтобы мне его вырезали, потому что сам я там на разборке не собираюсь этим заниматься. Это еще фиг знает, как я его вырежу. Никогда этим не занимался. Была вообще такая идея сделать все самому, как бы, конечно же, наверняка и вам бы хотелось посмотреть, как я мучаюсь с этим стеклом, как я его вставляю. Здорово, как сам? Видео снимаю. Разговорный, ладно. Надо паузу нажать. Так, на чем я остановился? Стекла. В общем, было принято решение покупать стекло вместе с установкой. Так как сам, да, можно было самому делать, был бы контент, было бы хорошо. Но, блин, тут уж вы меня извините, мне просто в данной ситуации не хочется с этим возиться, честно говоря. Не хочется. Так как если я что-то сделаю не так, это просто нецелесообразно, как бы, пока что. Это для контента снять, да, но... Че я, блядь, оправдываюсь? Не хочу оправдываться, просто скажу как есть. Мне лень самому это делать. Я могу оправдаться тем, что мой гараж не подходит в данный момент для установки стекла. И поэтому эту работу я предпочитаю доверить профессионалам. Вот сейчас тоже думал, стекло. Ну сколько обойдется стекло? Бэушное стекло... Но в районе от 50 евро до 100, плюс-минус. 20 евро за вырезание. Если ехать за ним в Ригу, получается, надо машину заправлять. Плюс-минус 70 евро туда-обратно. Купить материал, клей хороший. 25 евро точно клей будет стоить хороший. Купить праймер, купить инструмент. В итоге, на всю оснастку, да, для установки стекла. Плюс еще присоску какую-то надо. То, что как его ж надо как-то, вы понимаете, его надо на присосках, там желательно 2 человека, чтобы было. Можно в одиночку все это сделать. Но я не готов сейчас это делать. Поэтому было принято решение. 300 евро отдаю. В течение дня мне делают машину. То есть я утром ее пригоняю. И уже к обеду, в принципе, я ее могу забрать. Это идеальный вариант. 300 евро и забыл. Все, вопрос закрыт. Именно поэтому было принято решение покупать стекло. Ну что, вроде бы я все вам пояснил. Не знаю, может быть, какие-то моменты я недорассказал, упустил. Сейчас я, скорее всего, поеду в гараж и буду собирать подвеску. Вторую сторону буду перебирать, снимать все старые рычаги, ставить новые. После техосмотра я буду ставить летние покрышки вперед, покупать новую. После установки новой резины я сразу же поеду на схождение. Сразу же поеду на развал схождения, потому что вот это вот постоянное подруливание, я в течение года уже так езжу. У меня сожжена резина с одной стороны, но очень неприятно. Ту резину уже не спасти, там действительно слишком так съедено уже. Поэтому просто купить новую и уже тогда следить за подвеской, не доводить до такого, чтобы она сжиралась. Просто был у меня там момент, когда я просто махнул рукой на то, что у меня гремит рычаг, и вот, к сожалению, хорошую резину я загубил. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал, кому было интересно. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. У нас, кстати, уже 1000 подписчиков. Хочу сказать всем большое спасибо за это. А далее вас ждет видео о подвеске. Но это уже совсем другая история. Всем пока.